Ну что ж, вы просили, и я ее купил. И сегодня у нас на обзоре ВАЗ-2101 Милиция. Вот такой вот интересный автомобиль от компании Технопарк. Масштаб здесь неизвестен, но зато известен размер. Это 12 сантиметров. Данная машиночка должна быть у нас со светом и звуком. Послушаем, что запихнули сюда. Может быть, какой-то новый модуль, может быть, все те же старые звуки. Посмотрите, серия идет довольно-таки интересная, но есть единственный минус у Технопарка, что у них все не в масштабе, а просто в сантиметрах. Любая моделька просто 12 сантиметров, и поэтому на полке это смотрится, ребята, несуразно. Там может семерка быть меньше копейки, там Волга может быть больше, не знаю, КамАЗа, к примеру, да. Ну, в общем-то, просто как машинки для начинающих коллекционеров, так сказать, либо под какую-нибудь конверсию, да, под конверсию очень даже замечательно взять такую модель, переделать, сделать с ней какую-нибудь диораму. И вот таким вот образом выглядит днище автомобиля Технопарк, сделано в Китае по лицензии АвтоВАЗ. Отсек для батареек, здесь спрятался динамик, эту фишечку мы сразу убираем, она нам не нужна. Ну и давайте посмотрим на модель со всех сторон, а потом будем более детально рассматривать. Как вы видите, человечек, в принципе, в масштабе 1.43 полицейский данный, ну, подходит к данной модели, но все-таки модель видно, что он немножечко крупнее. В моей коллекции копейки нету, есть только двоечка в 43-м масштабе, вот она. И этот человечек, как бы полицейский, он тоже в 43-м масштабе, очень хорошо сочетается с этой двоечкой. Ну а это здесь уже масштаб, наверное, все-таки 1.36. Вы видите, какая разница, да, в габаритах вообще данной модели. Передняя часть у нас выглядит вот таким вот образом. Значок АвтоВАЗа присутствует. Красивые такие передние фонари. В принципе, неплохо сделаны. Дворники сделаны вместе с лобовым стеклом, но окрашены черным цветом. Очень правильная мигалочка на крыше с громкоговорителем. Вот он. Или рупор, как его правильно назвать, да, сирена. Открываются двери, передние двери, пороги не окрашены, вот такой вот салон. Руль у нас упал куда-то, ну, я думаю, дело поправимое, хотя нет, уже приклеено все. В общем, вот так вот выглядит салон, довольно-таки похоже, но ручки переключения коробки передач здесь не особо как бы сделано. Она маленькая, а вообще она у копеечки-то большая на самом деле. Открывается багажник, задняя часть выглядит вот таким вот образом. Здесь у нас «Жигули», кстати, написано. Вот так вот открывается багажничек. Пожалуйста, в багажнике у нас ничего нету. Так, что здесь еще интересного? Резиновые начал болтать. Резиновые покрышки на колесах. Инерционный механизм присутствует, он скрытый, его не видно. Как будто бы передняя часть немножко поднята, задняя немножечко так занижена, да? Так. Моргает только лишь передние фары. Хотя сейчас уже не моргает почему-то. Чувствую я, что, наверное, подсели батареечки. Еще раз нажмем. Жалко, что светятся только лишь передние фонари. Ну-ка. Ну да, больше ничего здесь как бы нету. Надписи «Милиция» по кузову идут. Это краска, прямо она чувствуется. А герб, он приклеен бумажкой. Если он вам не нужен, его можно запросто убрать. Ну, в целом, неплохая так модель. Бампера довольно-таки похожи, но они в черном цвете, хотя вроде как должны хромированные быть. Но это не точно. Зеркала у нас, кстати, видите, квадратные. Это значит поздняя версия. У ранних копеек были зеркала. Одно зеркало с одной стороны было круглое. Ну, в общем-то, цена данной машинки обошлась, по-моему, чтобы не соврать, рублей 800. Ну, она со светом, звуком. Купить можно в различных интернет-магазинах. Пишите свои пожелания в мой телеграм-канал. Я там все читаю и стараюсь ваши, как бы, желания, которые, ну, пожелания, так сказать, что снять, стараюсь выполнять. В общем-то, все. Вот такой видос. Если понравился, ребята, поддержите лайком. С вас лайкос, с меня видос. Всем пока и всем, конечно же, добра. О, сердечко вам. Вот так вот.